Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, что больше всего раздражает мужчин в русских женщинах. И, как говорила Коко Шанель, у вас не будет второго шанса произвести впечатление. Манеры, поведение и внешний вид характеризуют человека, и в этом видео я буду разбираться, что же не так сейчас с женщинами. Я разберу по пунктам. Вообще, сложно ли повысить раздражительность мужчины с помощью женщины? Что-то мне кажется, что это делается очень легко, и женщины знают, как это сделать. Но первый пункт, который и отмечают в том числе иностранцы в русских женщинах, вот этот большой-большой минус, это завышенные требования. Завышенные ожидания от мужчины, то, что мужчина полностью обеспечивать не только там, всем необходимым, но и уже предоставлять такие какие-то роскошества. Но это все у всех понятия разные, но я помню, я читала статью о паре, где муж итальянец и жена русская. И они уже много лет вместе, и когда вот его спрашивали, к чему вы пока не привыкли, то, что у вас русская жена, он говорит, я не привык, что я за все должен платить. И, в общем-то, об этом говорят многие иностранцы. Но второй пункт — это женщины вообще любят все контролировать и хотят поменять мужчину. Можно обратиться к себе и понять, что самому человеку, будь то это женщина и мужчина, меняться сложно. Это только если человек сам захочет это сделать. А в обществе так витает, в женском таком, бывает, гуляет такой «бери, потом слепишь из него все, что тебе надо». Мужчины вообще хотели бы, чтобы их принимали такими, какие они есть. Третий пункт — это воинственность, да, то есть наоборот, уход от женственности, такой Кинг-Конг, который со всеми справится, она все тут порешает и может там и куда-то в драку влезть, такая русская сильная женщина. Ну, я утрирую, конечно, но мужчинам, конечно, хотелось бы видеть не когда женщина там со всеми сражается, а все-таки, чтобы рядом с ними была леди. Так, ну где, как не в России, еще один пункт. Вот это не нравится следование вот этим гендерным стереотипам, когда мужчина не может расслабиться, он не может показывать свою слабую сторону, он только должен исполнять желания женщины, обещания, и если все это не так, и какой-то что-то выпадает из того, что нравится женщине, то для женщины уже такой мужчина становится не мужчиной. Что еще не нравится мужчинам, это желание женщин усидеть на двух стульях. Когда все делается из собственной выгоды, все переворачивается так, чтобы было удобно ей и чтобы она получила только все она. Вот это, вообще черта, наверное, не нравится ни в каком человеке. Следующий пункт — это перебор с макияжем. Мужчины, мне многие пишут о том, что им не нравится сильный макияж. Я путешествую в разные страны, и могу сказать, что это проблема не только русских женщин, но в том числе. Иногда так раз посмотришь и просто испугаешься вот этого камуфляжа. Но это еще пошло от каких-то блогеров, которые просто показывают макияж, и камера, она съедает цвет, поэтому блогерам, визажистам приходится чуть ярче на камеру красить, и девушки понимают это буквально, там еще нарощенные ресницы, наклеенные ресницы, и, в общем, там в полной боевой готовности. Поэтому мужчинам претит вот это вот яркие краски на лице, и многим кажется, что это вообще такой обман со стороны женщины. Ну и вообще мужчинам нравится просто
натуральное лицо. Макияж может быть, но он должен быть незаметен и просто украшать, подчеркивать красивые черты лица девушки и женщины. Следующий пункт — это пропадание женщин в сетях, когда женщины бессмысленно просто проводят свое время. И знаете, что еще мне лично не нравится в современной, например, в современных девушках? Это ну, как-то вот неподобающее поведение в обществе. Вот они сидят там в общественном транспорте или где-то, ну вот, не знаю, в лифте, еще что-то. И вот на полную катушку смеются, разговаривают, ну, ругаются матом. То есть нету культуры поведения в обществе, как что вообще-то это может не нравиться другим людям, люди могут испытывать из-за этого дискомфорт. Так, ну следующий пункт — это астрология, увлечения, эти курсы. Ну, про курсы, которые ходят женщины, я говорила. По астрологии здесь, мне кажется, надо понимать, что нельзя под одну гребенку всех. Вот он такого-то знака, значит, он плохой, кто-то встречался с ним, кто-то жил, вот он оказался таким негодяем, поэтому все теперь знаки зодиака эти обходят стороной. Но нет же, ну все люди разные, как так может быть? Есть что-то похожее, но мне кажется, что не надо зацикливаться, вот это вот совпадаем, не совпадаем. Я читала, когда женщины рассуждали, какой ей знак зодиака подойдет, и оказалось, что из 12 знаков никакой не подходит, потому что все плохие. Ну вот так вот можно, да, знаете, как ищущий да найдет. Вот когда человек ищет, вот что плохое вот в таком знаке таком, и все, и получается всех теперь будет сторониться. Надо выкинуть всю эту ерунду женщинам из головы и жить, общаться и смотреть, как человек ведет себя по отношению к тебе. Еще один пункт, он меня и в себе тоже, хотя у меня вообще не было никогда такой привычки, но все мы немножко как бы начинаем подражать друг другу, вот так вот, наверное, мы устроены, и не всегда контролируем себя. Вот это вот бесконечное фотографирование всего и вся. Знаете, я как-то прочитала интересное такое мнение на этот счет молодого человека, которого спросили: вот ты путешествуешь по разным странам, много где бываешь, а почему у тебя так мало фотографий? Он говорит: вы знаете, я хочу успеть увидеть своими глазами. А вот даже если посмотреть, люди куда-то приезжают вот, ну, на какую-то экскурсию, они даже еще не успели все рассмотреть, они сразу телефон вот так вот ставят и записывают. Потом их уже зовут, и они уже толком даже не рассмотрели своими глазами, они уже бегут вот куда их, ну, потому что времени уже не осталось, надо было там и так сфотографировать и себя там, да, вот. Но поэтому вот это вот интересное такое мнение, что лучше увидеть глазами. Очень не нравится, когда вот это вот себя там постоянно, да, вот, не знаю, там, еду, еще что-то, в общем, себя бесконечно. Планка сейчас русской женщины, она, к сожалению, снижается и снижается. Хотелось бы ее поднимать, хотелось бы поднимать, чтобы она была на высоте. Планка именно с точки зрения морально-нравственных принципов, чтобы они прививались девушкам с раннего возраста. Мы подзабыли о кроткости, о уважительном отношении к мужчинам. Такое качество, как скромность, сейчас тоже не часто встречается. Ну и вообще женщина должна являться добродетелем для мужчины. Всем спасибо большое за внимание и увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч! Пока!